Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровления. Я Александр Закурдаев, ученик и соавтор Ивана Павловича Неумывакина. Очень редко зрители нашего канала присылают содержательные комментарии к видеороликам о том, как им помогли советы Неумывакина. Хотя многие из них получают хорошие результаты и вполне могли бы поделиться этой информацией с другими зрителями. Вот автор одного из таких комментариев написал о том, как он вывел себя из безнадежного состояния, использовав совет Неумывакина. Конкретно об использовании перекиси водорода определенным способом. Немного позже я зачитаю вам его комментарий. Кстати, этот доступный для всех способ использования перекиси водорода я сам давно применяю и покажу, как это делается. А пока ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы число последователей Ивана Павловича Неумывакина увеличивалось. Многие зрители не знают, что совет об использовании перекиси водорода Неумывакин получил при написании кандидатской диссертации от своего научного руководителя. Им был академик Вотчел, основоположник клинической фармакологии в Советском Союзе. Именно он создал капли Вотчела, микстуру для предупреждения и снятия приступов стенокардии. Кстати, перекись водорода вырабатывается в организме клетками иммунной системы в небольших количествах. Совет от Вотчела Неумывакин получил в начале 60-х годов прошлого века, но Иван Павлович долгое время был занят созданием средств и методов для оказания медицинской помощи космонавтам в полете на космических кораблях и орбитальных станциях. Поэтому он стал использовать перекись водорода для лечения значительно позже. Впервые информация об этом была опубликована в 2003 году в брошюре «Лечебно-профилактический центр» профессора Ивана Павловича Неумывакина, который мы вместе написали. Вот это. А сейчас я зачитаю комментарий, который получил от Евгения Гитарного. Рассказываю свою историю. Заболел коронавирусом в 2020 году в ноябре месяце. И в январе 2021 года у меня сильно прихватило живот. И весь этот год я мучился с этой проблемой. Весь год были плохие запахи и вкусы. В перекись водорода я не верил. В течение года я пил разные таблетки, БАДы и что еще я только не пил. Становилось все хуже и хуже. Антитела у меня были 70 БАУ на миллилитр. Анализ на хеликобактер положительный. Обследование показало гиперемию слизистой оболочки желудка и недостаточность кардии, а также запрос содержимого желудочно-кишечного тракта в желудок. Короче, всякая дичь. Это точно от коронавируса. До такой степени мне было плохо, что я думал, все, мне хана. Еле-еле ногами передвигал. Запахи и вкусы исчезли напрочь. И вчера вечером, это было 24 декабря 2021 года, после двухнедельного больничного и приема антибиотиков я уже отчаялся. И подумал, была не была. Я вечером лежал на спине и ощущал неприятное ощущение в желудочно-кишечном тракте. А перед этим я плакал от безысходности и думал, за что мне это и почему я мучаюсь. В общем, я вспомнил слова Ивана Павловича Неумывакина про перекись водорода. Всасывание через кожу идет мощнейшее. Я взял 3% перекись водорода и просто начал наливать на живот и растирать рукой. Я держал руку на животе и втирал ее в весь желудочно-кишечный тракт. И таким образом я налью, вотру и жду, пока высохнет. В общем, втер я половину стандартного флакона перекиси водорода. И в этот же вечер я почувствовал облегчение. Мне стало лучше в 100 раз, и я уснул. Утром проснулся, выпил 1 стакан воды, простой воды. Через 15 минут налил полстакана воды,
Добавил туда сразу 3 капли перекиси водорода и выпил. Затем, спустя 1 час, я позавтракал. Боли и тяжести не было. Это было чудо. Затем я днем начал делать компресс на те места в желудочно-кишечном тракте, где ощущал дискомфорт. Ставил компресс из 3% перекиси водорода и ждал, пока высохнет. Эффект потрясающий. Тяжесть и дискомфорт ушли. Но все же я теперь возьму за основу пить 5 капель перекиси водорода на полстакана воды каждый день утром на голодный желудок и через 5 часов после еды, но не более 5 капель 3 раза или 2 раза в день. А также буду втирать перекись в кожу напротив болезненных мест. Вот такой текст написал Евгений Гитарный в комментарии к видеоролику. Как уже было мной сказано, я давно использую способ втирания 3% перекиси водорода. Его рекомендовал Неумывакин для втирания в любые болезненные места, область сердца, суставы и другие. Об этом было написано в нашей брошюре. Здесь же были рекомендованы и другие способы использования перекиси водорода. Сейчас я использую 2 бутылочки перекиси водорода, которые покупаю в аптеке. Одну я использую, чтобы капать в стакан воды. Вот такую. В ней 100 мл, а вторую для втирания в кожу. Вот это. В ней 200 мл. Показываю, как я их использую. В этой кружке 200 мл теплой воды. Добавляю 10 капель перекиси водорода из первой бутылочки и пью на пустой желудок за 20 минут до еды. Вторую бутылочку перекиси я использую для втирания. Например, в сустав на правой руке. Сначала из бутылочки в ладонь левой руки я наливаю немного перекиси. Ставлю бутылочку на стол и втираю перекись ладонью в сустав. Ну вот, этот у меня сустав. Не забывайте закрывать бутылочки сразу после использования. Способ втирания перекиси водорода можно использовать и для профилактики. Например, если при проведении УЗИ, то есть при ультразвуковом исследовании, у человека были обнаружены какие-то отклонения от нормы, и они себя не проявляют болью. В этом случае можно использовать способ втирания в соответствующий участок кожи. Как это делать, я уже показал. В заключение напоминаю, что в наших книгах авторы Неумывакин и Закурдаев «Беседы о здоровье и долголетии» и «Медицина здоровья от космического врача» есть информация, которой достаточно для оздоровления. Они продолжают переиздаваться и есть в продаже. Вот эти книги. В бумажном виде они продаются в маркетплейсах, в Читай-городе и других крупных магазинах. В электронном виде
Книги можно заказать на сайте. Ссылка есть в описании каждого видеоролика. Также ссылки есть в правом верхнем углу изображения ролика. Вот здесь. Надо нажать на значок, и они появятся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если считаете информацию в ролике полезной. Будьте здоровы! С вами был Александр Закурдаев.